Земский врач Николай Федорович слыл в округе большим любителем охоты. Врачом же он был прекрасным и даже получал несколько приглашений из Санкт-Петербурга в одну известную клинику. Но всякий раз приглашения эти учтиво отклонял, объясняя отказ тем, что в веренном ему земстве медицинские дела обстоят неважно, и он не может бросить своих больных, так как многих уже знает давно. В действительности же главная причина отказа крылась в большой страсти Николая Федоровича к охоте. Мысль, что в столице он лишится всякой возможности бродить по лесам и полям с ружьем, была невыносимой. Единственной дорогой вещью в хозяйстве Николая была французская двухстволка фирмы Дарне, купленная с огромной скидкой у местного помещика, который умолял принять ее в знак благодарности за излечение его дочери. Таких ружей в округе больше ни у кого не было, так как настоящая цена его в 2 раза превышала стоимость тулки. Ружье имело прекрасный бой, весило немногим больше 5 фунтов, быстро заряжалось патронами с видавшими видами гильзами и никогда не подводило. Самой почитаемой охотой Николая Федоровича была охота на тяге. В этот раз он решил испытать один способ, описанный в журнале неким господином Л.С., статьи которого всегда вызывали доверие врача. В статье говорилось о том, что вальшнеп охотно летит на костер. Это утверждение казалось абсурдным, потому как даже огонек зажженной сигареты заставлял осторожную птицу сменить маршрут. Идея с костром увлекла Николая Федоровича вовсе не желанием настрелять побольше долгоносиков, а возможностью продлить короткий промежуток времени самой охоты и проверить утверждение загадочного ЛС. Приемами с подкидыванием шапки и подсвистом он не пользовался с юности, поскольку считал, что если валек летит стороной, то судьба его уже не во власти охотника. Судя по дальнему выстрелу, вальшнеп начал тянуть. Началось самое волнующее действо, когда слух и зрение, кажется, растворяются в окружающем пространстве, одновременно становясь острее любой бритвы. Это ощущение, понятное только охотнику, необъяснимо наполняло душу Николая Федоровича спокойным напряжением, от которого все мирские мысли становились ничтожными и ненужными. Когда довольно стемнело, пришло время опробовать костер. Огонь, как думалось вначале, в действительности не испугал птицу, но будет ли костер привлекать вальшнепов и реально ли стрелять по ним в такой темноте? Ответ на этот вопрос сейчас и предстояло получить.
Николай Федорович не видел Валька, и лишь в последний момент, когда черная точка вдруг появилась на еще светлом участке неба, он выстрелил, не целясь. Вальшнеп упал почти под ноги, что немало обрадовало охотника, потому как найти в темноте и в кустах птицу сегодня будет невозможно. Похоже, ЛС был прав. Вальшнеп и вправду не пугается костра, но опыт надо было закрепить для пущей уверенности. Последний в этот вечер Валек выпорхнул совсем близко, прямо над головой, так что от неожиданности Николай Федорович стрелял его уже далековато, но ружье не подвело, и тот комом рухнул в темные заросли. Отыскать его можно было только завтра, после утренней тяги, если раньше не доберется добитой птицы лиса. Костер действительно показал свою состоятельность, и Николай Федорович с удовольствием представлял, какое удивленное лицо будет у бывшего владельца его ружья, когда он поведает ему об этом факте. Тем более есть повод повидать Нюру, дочь помещика, и презентовать ей сегодняшнюю добычу. «Зачем мне этот Петербург?» — улыбаясь самому себе, подумал Николай Федорович. Охота на вальшнепов 100 лет назад была исключительно увлечением интеллигентных охотников. Крестьяне и промышленники, имевшие ружья, считали неразумным тратить порох и дробь на столь маленькую добычу. Сибирские мужики даже сломали ружье одному заезжему городскому охотнику со словами «Надо мясо, так иди бей зюбра, а малых птах стрелять не моги». Вообще, стрельба в лед у простого народа считалась дурным тоном, и если кто и практиковал таковую, то стреляли по пролетным стаям из 10-го и даже 8-го калибров. Охоту же на вальшнепов любили и, можно сказать, обожали классики русской литературы. По воспоминаниям очевидцев, граф Толстой чуть ли не поссорился с Тургеневым на этой почве. Иван Сергеевич подстрелил вальшнепа на одной из охот, но ни сам стрелок, ни собака Толстого, ни его дети не нашли птицу. Тургенев упорствовал и никак не хотел признавать, что промахнулся. На следующий день Толстой с Тургеневым не разговаривал, посчитав того лжецом, так как собака графа не могла ошибиться. Но отпрыски Льва Николаевича отыскали того вальшнепа, повисшим на дереве, и Толстому пришлось извиниться. Свою страсть к охоте Тургенев называл, во-первых, благородной, во-вторых, наследственной, а в-третьих, неистовой, неистомной и неизбывной. Подобные аргументы выдвигались им всякий раз, когда друзья и знакомые не проявляли в отношении его увлечения должного понимания. Отправляясь как-то весной из Петербурга в Спасское Лутовинино, 28-летний литератор увозил с собой дружеское, но слегка тревожное напутствие Белинского. «Вы уж, ради бога, в это лето не увлекайтесь так охотой, а пишите». Речь шла о рассказе, который Тургенев клятвенно обещал написать для нового литературного проекта, затеянного Белинским и Некрасовым. Сам Некрасов писал как-то в письме своему другу, жалуясь на трудные времена. «Впрочем, в пятницу буду я рад, да Любани с тобой прокатиться, глухари уж поют, говорят, да и вальшнепу поволочиться, полагаю, приходит черед. Сговоримся, и завтра в поход, так и чудится, вальшнеп уж тянет, величаво крылом шевеля, а известно, как вальшнеп потянет, так потянет и нас в лес, в поля». Даже Фет в своих воспоминаниях пишет: «По свойственному мне нетерпению я не люблю ни охоты на крупного зверя, ни ужения, ни вальшнепиной тяги, так как во всех этих случаях зачастую приходится долго ждать и ждать понапрасну.
Но, несмотря на это, Афанасий Афанасьевич подробно описывает случай, когда он на вальшнепи на тяге сбил птицу на совершенно нереальном расстоянии. «Я действительно прицелился на целую ладонь перед головой вальшнепа и спустил курок. Вальшнеп мгновенно сложил крылья, как ладони над своей головой, и отвесно покатился вниз со всей высоты. Мы было тронулись подымать его, но я воскликнул: «Нет, барон, надо смерить, сколько до него шагов. Такие вещи редко случаются». Мы намерили 80 шагов, и предоставляю каждому, приняв во внимание по крайней мере 40 аршин высоты, на которой убит вальшнеп, рассчитать диагональ смертоносного заряда. Вероятно, вальшнеп был убит в голову шальной дробиной, не оставившей и следа. Писали о тяге и Куприн, и, конечно, Аксаков. Мопассан подробнейшим образом описывает в письме охоту на вальшнепов своей возлюбленной. Вы спрашиваете, дорогая, почему я не возвращаюсь в Париж? Вы удивляетесь и почти сердитесь. Довод, который я вам приведу, возмутит вас, конечно. Разве может охотник вернуться в Париж в дни прилета вальшнепов? Разумеется, я понимаю и даже люблю городскую жизнь, которую проводишь в четырех стенах или на улице, но я предпочитаю жизнь свободную, суровую жизнь охотника. Причину такой любви к охоте на вальшнепов поймет только охотник, испытавший ее, так как рационального объяснения этому феномену нет.